Город Горис. Именно сегодня я отправляюсь туда. Всем привет, друзья, с вами Ишхан. Сразу подпишитесь на мой канал, поставьте этому видео лайк и досмотрите его до конца, потому что я разыграю 4 бесплатных тура по Армении в разных городах, где я уже снимал с местными гидами. Все подробности в конце ролика. Я сейчас нахожусь у Синикских башен. Кто местный или здесь был когда-то, он знает. Погнали! До своей поездки в Горис я был там раз 5. Я особо не знал историю города и его особенностей. Единственное, что я помнил, это первое, что он находится в Сюникской области на самом юге Армении. Второе, вокруг города много скал треугольной формы. В Армении я такого больше нигде не видел. И третье, архитектура города сохранила дух 19 века. Мне хотелось представить Горис так, как еще до этого никто не делал. Но, к сожалению, мне не удалось найти местного гида. Насколько я знаю, практически все туристические группы в Горисе приезжают с гидами из Еревана. После продолжительных поисков мне вызвался помочь местный житель Микаэль. Он работает учителем в школе, увлекается фотографиями и походами в горы. В Инстаграме и Фейсбуке он активно знакомит с красотами Гориса. Я представил ему концепцию ролика, и он согласился познакомить меня с самыми интересными местами города. В Горисе со старинных времен есть такой стиль, вот стиль, да? Мы называем белкаш на нашем диалекте, но там или баркаш. Вот все это. В таких домов почти все дома такие, вот можем посмотреть, и те, и там. Это как бы горийский стиль, Да. такой. А это что, бетон, да? Цемент, Цемент. цемент и песок. Ага. И в других городах такого нет, по-моему, насколько я знаю. Ну, в Армении. Нету. Но Горис в своем роде единственный. И весь город такой. Так. Смотри, Горис вообще двухэтажный город, в основном, потому что тип архитектуры, да, там 2 этажа. А большинство домов, которые в Горисе есть, они же еще были построены, да, давно? То есть до советского времени? Да, и до советского времени. Но знаешь, что интересно, что в советское время, например, в Ереване все разрушали, то, что было старое, и строили советское, а вот в Горисе много осталось, как и в Гюмри, например. Да, вот сказал Гюмри, вспомнил. В Армении три города есть. Гюмри, Горис и Мегри, которые своетипные, как бы колоритные. Гюмри, Горис и Мегри, они отличаются, без преувеличения. Гюмри в своем стиле, Горис есть свой стиль, и Мегри. А, кстати, не был там, вот Там надо тоже съездить. очень интересно, в общем, на днях я там побывал. А вот это недавно построили, да? Ну, недавно, То есть да. восстановили, так скажем. Не построили, не восстановили. А, Это то есть новый этого не проект. было. Да, раньше этого не было. Раньше тут были как бы была грунтовая дорога, там строительный мусор тут был. Раньше тут этого не было. Все это, что построено в эти последние годы, ну, в общем-то. То есть фактически, когда не было здесь города, люди жили здесь все. За рекой, Ага. на левой стороне реки. Перед нами старый Горис. Гора Ласт. Гора Ласты-Худ. Ласт. Поднимаетесь туда? Да, поднимаемся. Я сам поднимаюсь. Ну, редкие люди поднимаются. Те, кто любит природу или там заинтересованы. Эти остроконечные скалы. Мы там видим дыры. Там, да, были пещерные жилища. Если там близко подойти, можно увидеть, что перед входом над землей 5-6 метров есть углубление, пещеры. И перед входом как бы брусок какой-то. И связывали веревку, спустились, поднимались, собирали. Вот, например, как вон там, вот маленькая вот, дырочка. например, как вон там, да. Веревку спустились, веревкой поднимались, все, собрали. Сверху забраться туда невозможно, снизу забраться туда невозможно. Против диких зверей, против врагов. А река как называется вот это? Вараракан, на армянском варар, да, то есть много воды. Когда весной с гор в горах тает лед, уровень воды поднимается, река становится бурной. Бурная река как бы, бурная как бы. Понятно. На армянском варар, вараракан. Дальше вот
после Лахтых, вот эта высота. Мгм. Гора Лачи-Керчь. По ошибке люди называют гора Армена, но это не гора Армена, это гора Лачи-Керчь. Гора Армена в тех высотах, Мгм. потому что Армен это из этого фильма «Зангезур», когда там главный герой там, в общем, заставляют одного из главных героев там танцевать, да, под дулом пистолета «Танцуй, Армен, танцуй», в общем. Вот мы пришли в одну из таких вот пещер. Сейчас зайдем внутрь. Ну, как бы пещерный комплекс, вот потому что тут несколько пещер рядышком, да, комнат. Это место мы называем Тенут. Раньше тут были тутовые деревья, но тут пару штук осталось, в общем. Тут находится амфитеатр, в народе так называется. Сейчас зайдем, покажу. В честь Аксела Бакунца, в день его памяти, в день его день рождения. Тут иногда проводят мероприятия, театральные спектакли, вот тут. То есть ставятся спектакли, да, там аудитория там собирается, а Мгм. тут актеры играют свою роль, там в старых одеждах, в общем. И как бы атмосфера Да, чувствуется, да? Да. Как бы всё. близко к древности. А что за дверь? Это дверь мастерская. Это мастерская гурийского известного художника Жирайра Мартиросяна. В общем, можем зайти. Смотри, тут все как бы не было натуральное углубление, а вот все это как бы какими-то инструментами. Это Да? еще давным-давно. Да, да. Мгм. Давным-давно тут как бы люди углубили, давным-давно углубили, да. Вот видны места, да, как инструментами да. были. Вот сними и везде. А причина в чем, что люди делали жилище именно в скалах? Потому что защищено было? Потому что раньше, в древнее время, особо инструментов не было. Поэтому в самых началах людям просто удобно было найти какое-то углубление, еще больше углубить, вот дать какой-то вид, да, комнатообразный, места, чтобы сидеть или лежать, или что-то класть, не знаю, ставить. Да? Понял. Удобства какие-то. В общем, а вход прикрывался чем-то. Или камнями там, да, стену образовали как-то, или деревянными чем-то. Мы сейчас находимся на обзорной точке, откуда виден весь Горис. Вот если бы не Микаэль, я бы об таком месте бы даже не узнал бы. Начнем сверху. Сверху эти горы, да, Мгм. это горный хребет, да, Мгм. это север. Вот это ниже, где в синеве. Да. Это южная часть. Иран вон туда. В самом верху, самый верх и левее чуть. Так. Это село Акнер, или мы называем Брум. Чуть ниже и чуть правее, в самом верху. Это село Верышен. Верышен начинается вот с того места, где заканчиваются эти Мгм. дома, Да. ну, Да, пятиэтажки. да, вот там. Пятиэтажки или. Вот начиная с этих высоких зданий, Так. там дорога и мост. Так. Вот отсюда и до сколько мы уже видим, все это весь Горис. Мгм. Разные районы, в общем. В старом в Анкитапе, в этом районе, раньше, в старые времена, был храм со своими сооружениями, очень красивый. Но от него вообще ничего не осталось. В советское время, наверное, сломали. Ну, чуть больше, в начале, когда, Понял. в общем, когда большевики пришли к власти. Власть. Точные цифры, дату не могу Мгм. сказать. Имя до сих пор сохранилось. Двор храма. Район двор храма. Дальше, ну, разные районы. Центр, ну там. Центр, да, в центре там чуть, да, вот видим там площадь. Да. Университетский район, да? Университетский район. Горийский. Да. Очень интересно, наверное, это один из немногих городов в Армении, где вот планировка осталась очень четкой, как в те времена были. То есть вот улицы видны прямо вот здесь, что они очень ровно идут. Да, например, в Ереване уже все вот как-то так, там, ну, в Гюмри тоже потихоньку. Как мы знаем, старый Горис находится, Да, мы перед горами видели Ласт его там. и перед горой Лач. Но новый город уже на правой стороне реки, вот начиная снизу, да? Мгм. И вот так разрослось и И вот идет чуть туда. выше. Хочу подчеркнуть, что Верышен, Акнер
вот это село Верешен и Акнер. Мгм. Это тоже старое место, старше, чем вон там, Старый Горис. Мгм. Посередине вообще там были сады или огороды, или там просто. А, то есть никто не жил здесь раньше? Не. Но вот Верешен старше, чем Старый Горис. Старый Горис. Потому что в Верешене там более старые там пещерные комплексы, сооружения, Мгм. арочные там сооружения, в общем, более старые. Мгм. Настоящий Старый Горис, Кёрес. Да, говорят, что в Верешене даже есть церковь 4-5 века. Мгм. Святая Репсимя, и есть Святой Георг 17 века. Да, отсюда из Еревана вот так приезжают. Да. А туда Арцах вот туда, получается. Большинство крыш домов красные, это тоже ваша фишка, фишка Гориса. Большинство, да, крыш красные, поэтому город называют город красных крыш. Еще и называют город скал, город пещер. А в сезоне, когда цветут розы, там перед домами много, да, розы, кустов, роз. Когда цветут, еще и город роз. Давайте я немного расскажу об истории города. Датой основания считают 1870 год. Кстати, недавно Горису исполнилось ровно 150 лет. До этого здесь с древнейших времен находилось поселение. Во времена Армянского царства оно играло значительную роль в провинции Сюник, а в средние века местные взаимодействовали с Великим Шелковым путем. С 16 века территория вошла в Персидскую империю. В 1813 году по Гюлистанскому миру поселение перешло Российской империи. В то время в Старом Горисе находилось всего 100 жилых домов. А после 1830-х очень много армян-беженцев из Ирана переселились в Горис. Власть решила построить новый город, поэтому люди из Старого Гориса, в котором мы были, и других близлежащих поселений начали строить себе новые двухэтажные дома. И к 1870 году город Горис уже был центром региона и одним из 5 крупных городов Армении на тот момент, среди Шуши, Еревана, Гюмри и Гавара. Был начерчен генеральный план в шахматном виде. Специальное бюро подтверждало каждый дом. За видом города очень строго следили. К сожалению, близлежащие холмы и горы не давали городу возможности расшириться во все стороны. В советские годы Горис значительно возрос, однако не потерял своего вида. Сейчас в городе проживают около 20 тысяч человек. Само название Горис тоже старое. Иногда можно встретить еще и Кёрес и другие. По одной из версий, название означает выражение «быть скалой». Это из-за того, что вокруг города много скал. С Михаилом мы еще посетили парк Великой Отечественной и Арцахских войн, церковь Святой Репсиме, которая находится в Старом Горисе, зашли в 2 дома-музея уроженцев Гориса, писателей Серо Ханзадяна и Акселя Бакунца. В последнем мы немного пообщались с директором музея. Аксель Բակունցը ծնվել է 1899 թվականին այս տանը, այստեղ է անցել նրա մանկությունն ու պատանեկությունը, տունը կառուցել են նրա ծնողները 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբին 11 տարեկան հասակում հեռացել է հայրական տնից, մեկնել է Էջմիածին, ընդունվել Գևորգյան ճեմարան։ Պատահական չէ եղել նրա հայտնվելը Էջմիածնում, այն ժամանակ Հայաստանի միակ բարձրագույն, եթե կարելի է այդպես կոչել, ուսումնական հաստատությունն էր։ 19 թվականին եկել է արդեն 16 տարեկան հասակում հայրական տուն, ու նրան ուղարկել են, գործողել են Լոր գյուղ։ Դասերի վերսկսումից հետո մեկնել է եւ 17 թվականին ավարտել է։ Եվ ուսուցիչ է դարձել, ոչ հոգեվորական։ Զորակոչվել է ռուսական բանակ։ Մեկնել է Արեմցյան Հայաստան եւ մասնակցել ռազմական գործողությունների։ Երբ արդեն ռուսական բանակը, ռուսական ճակատը ճեղքվել էր, Աքսել Բակունցը մասնակից եղավ այդ հերոսամարտի։ Նա Սարդարապետի ճակատամարտի աստորեն մասնակից է։ Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակումից հետո աշխատել է Հայոց խորհրդարանում որպես գրագիր։ Այնուհետև մեկնել է Ուկրաինա եւ ընդունել է
գյուղատնտեսական ինստիտուտը։ 23 թվին ավարտել է, վերադարձել նորից հայրական տուն, այստեղ նրան նշանակել են ամբողջ գավառի գլխավոր գյուղատնտես, ամեն օր ձին հեծած մեկնել է Սյունիքի տարբեր կողմեր, պատմություններ է գրի առել։ 1926 թվին հրատարակվել է նրա պատմվածքների առաջին ժողովածուն։ Արագորեն նա ճանաչում է ստանում եւ այսպես նա հայտնում է մայրաքաղաքում։ 26-ից մինչև 36 թվականը նա ապրել է Երևանում։ 1936 թվականին նրան ձերբակալում են։ Դա ստալինյան բռնությունների ժամանակաշրջաններ, նրան մեղադրում էին ազգայնականության, հակահեղափոխականության, 11 ամիս կտանքների ենթարկելուց հետո 37 թվին Երևանի բանտում նրան նկարահանում են։ Այսպիսի ծանր ողբերգական ճակատագիր է ունեցել Աքսել Բակունցը պոեզիայի մեջ 38 տարին դա բավական ժամանակաշրջան է, որպեսզի արվեստագետը իր խոսքը լիարժեք ասի։ Եվ Բակունցը, եթե ապրել լիարժեք բնական կյանքով, համաշխարհային ճանաչում կունենար։ Мы сейчас находимся на простой улице города Горис. И вот здесь все очень хорошо блестит. Но Недавно. в Горисе есть много особенностей, а город имеет свои особенности. Но сейчас один маленький нюанс. Вот сейчас мы на пешеходной зоне, да? Если обратить внимание, вот смотрим, да? То есть это остатки камней, да, разных форм. Ну, как бы собрано как мозаика. И вот так все тротуары по длине, вверх и вниз. Хочу обратить внимание, что мы не в центре города Да, находимся. мы не в центре города. Сейчас мы находимся в парке, который как бы посвящен дружбе Гориса и французского города Виен. Сейчас перед нами памятник Крест-камень. Этот Хачкар. памятник, да, на армянском Хачкар. Этот памятник Крест-камень посвящен французскому национальному герою, армянину Мисаку Манушяну. В годы Великой Отечественной войны во Франции Мисак Манушян был партизаном. И он признан национальным героем Франции. Мисак Манушян. Сейчас мы находимся на площади. Это не только площадь, но и это и деловой центр Гориса. Перед нами здание мэрии, здание суда, там Городского. жилое здание под ним, банк еще и перед нами, да, перед статуей. Еще один банк. Тут тоже банки, Мгм. тут разные там государственные организации, центр по занятости, еще и здание театра, вот это огромное, вот здесь все это, вот там, да, за решетками, несколько, это краеведческий музей, дом культуры. Мусора вообще не вижу. Все, газон подстрижен, скамейки все блестят. Очень красиво. Да, Фонтан ну, красивый. можно, да, зафиксировать, что, да, все благоустроено, ведутся работы. Да, то есть, ну так, очень аккуратно, чисто. Ну, это памятник Григора Татевацы. Так как Татев находится рядом, поэтому здесь его памятник. Кстати, знаешь, я что заметил? Очень многие туристы приезжают в Татев, приезжают в Горис, чтобы переночевать, на следующий день поехать в Татев, но они не гуляют по городу. Вот в этом, мне кажется. По городу тоже гуляют. Но не все. Конечно, не все. Многие Потому уезжают. что у всех там многие ограничены временем. А, А да. вот давайте, вот успеем в Ханзореск, там мост, Татев. То есть, И всё. то есть считаешь, что Ханзореск и Татев важнее, чем Горис? Да, и еще там старый город посещают, но там особо, в общем, только по тем дорогам, где машины могут ездить. Там особо не ходят, там редкие, очень редкие люди. Много чего есть и можно показать. Большую часть достопримечательностей, которые надо видеть, не везде можно там добраться машиной. Микальджан, а вот если кто-то посмотрит, захочет к тебе приехать, вот что ты можешь предложить, вот для примера?
Кроме центра города, да, там городских достопримечательностей, есть и нестандартные места, которые не особо известны, но Например. имеют историческую ценность. Например. Вот, Например, Вейшен. Поселение, которое расположено выше. Так и переводит, да, там есть старое поселение. И пещерный комплекс, и в Старом Горисе тоже. В Старом Горисе тоже можно. Сейчас мы находимся перед южной стеной церкви Святой Григорий Просветитель. Вот обратите внимание на эту стену. Это осколки. Это осколки 90-е годы, когда там Карабахское движение, Карабахская война, да, в эти сложные годы там был такой период, когда Горис бомбили, артобстрелы. Ну, снаряды в основном попадали там в дальние места, да, там на склон горы. Мы можем увидеть, да, остаток снаряда. я не заметил. Это остаток снаряда. Угу. Интересно. Сфоткал. Когда строился Новый Горис в конце 19 века, решили построить эту церковь в качестве главной. Интересный факт. Здесь венчался Гарагин Нажде, известный армянский политический и военный деятель, в 1920 году. Год спустя здесь же прошла его церемония посвящения в должность спарапета. Другую церковь, Святой Репсиме, которую мы уже посетили, построили по инициативе Мелика Огана в 1776 году. В 16-18 веках в регионах Сюник, где и находится город Горис, и Арцах существовали влиятельные армянские роды меликов, которые обладали определенными правами и властью в период турецко-персидского владычества. Они принимали участие в управлении регионов. В конце 18 века Мелик Оган был известной личностью, власть которого распространялась на села Кёрес, сегодняшний Старый Горис, Хот, Халидзор, это где Татевская канатная дорога, Карагунш и другие. Рядом с церковью мы увидели руины его дворца. Еще мы посетили памятник генералу Андронику, который жил в городе недолгое время, в период борьбы армян с турками, в конце 1910-х годов. История этого региона Сюник – отдельная большая тема, по которой нужно сделать отдельный ролик. В свои предыдущие посещения Гориса я несколько раз останавливался в одном гостевом доме европейского типа. Ее основатель Шаген Зейтунчан переехал в Горис из Германии и открыл этот гостевой дом. Я с ним немного пообщался. Ես ծնվել եմ Պարսկաստան, Իրանում, որտեղ դպրոցս եմ ավարտել, հետո 15-20 տարեկան գնացել Գերմանիա, Ավստրիա, աշխատել եմ նեյրոխիրուրգի, այսինքն նեյրովիրաբուժություն եմ արել, նեյրոպաթոլոգիա եմ աշխատել եւ այլն։ Վերջի տարիներին ապահովագրական հարցերով էի զբաղվում, հետո երբ որ 60 տարեկան եղա, որոշեցի գա Հայաստան, ես հաճախ էի գալի Գորիս, գեղեցիկ բնությունը եւ Տաթևի ներկայությունը, Ղարաբաղի ճանապարհը, Պարսկաստանի Դա ամեն ինձ թելադրեցի ստեղծել մի տեղ, որտեղ կարող եք ընկերներով, ծանոթներով, բարեկամներով հանգստանալ կամ հանդիպել։ Ինձ միացավ մի ուրիշ ընկեր, միասին, որոնց հետ միասին հիմնեցինք այս հյուրանոցը։ Պարոն Շահեն, իսկ պատմեք դուք ոնց եք հարմարվել Գորիսին, շուտի դրսում եք ապրել։ Ես մի քիչ հարմարվող մարդ եմ, բայց կան մարդիկ, որ չեն կարող հարմարվել։ Գորիսեցիները համեմատաբար աշխատասեր են, իրենց քաղաքը միշտ է եղել քաղաք։ Պարոն Շահեն, սենց հարց ունեմ, օրինակ ինձ մարդիկ են նայում Ռուսաստանից, Ռուսաստանի հայերը, ինչ կարող եք իրանց ասել, որպեսզի ոնց որ ներգրավել Գորիս։ Գորիսը լրիվ փոխվել է, թե քաղաքական տեսակետից է փոխվել, թե մտածելակերպով։ Գորիսում կա եկեղեցի, որ ուզում է քաղաքը սարքի, շինի, կազմակերպի եւ հանի դուրս։ Ես այդ 5 գորիսեցիներին, որ Ռուսաստան կասեի, արեք նա, տեսեք, հանդիպեք մարդկանց հետ, տեսեք ինչ հնարավորություններ ունեք, եթե փող ունեք, բերեք, այստեղ ամեն ինչ կա։
ամեն ինչ որ Երևանում կա, այստեղ գտնվում է։ Այստեղ մենակ մարդիկ են պետք, շատ մարդիկ են պետք, այսպես շարունակվի, շնորհակալություն եւ կենցաղային փոփոխությունները, որ Գորիսում տեղ են, 10 տարուց հետո Գորիսը կլինի Հայաստանի երկրորդ քաղաքը։ Եվ ամենակարևորը մենք հիմա հարևան ենք ազատագրված տարածքների, Գորիսը մեծանում է, իր այդ մեծությունը, այդ իր պոտենցիա, այդ իր անցնում է ազատագրված տարածքներ, գյուղեր եւ այլն եւ այդպեսով մենք տարածվում ենք։ Еще я зашел в Горийский пресс-клуб, который находится на центральной площади. Они проводят множество программ, тренингов, печатают брошюры для местных жителей и многое другое. Կազմակերպությունը, Գորիսի Մոմլի ակումբը հասարակական կազմակերպությունը աշխատում է արդեն 20 տարի։ Պատրաստում ենք մի շարք մուլտիմեդիա նյութեր առկա խնդիրների վերաբերյալ, անդրադառնում ենք համայնքային կյանքին, կոռուպցիոն ռիսկերի, մարդու իրավունքներին, դասընթացներ են կազմակերպել նրանց համար օնլայն գործիքներ, օնլայն ռեսուրսների կառավարման, զբոսաշրջային կազմակերպությունների, հյուրանոցների, սրճարանների, ռեստորանների աշխատողների համար։ Բացի դրանից անգլերեն լեզվի ուսուցումը իրականացվել, կազմել ենք այսպիսի բառարան։ Բացի դրանից մենք զբաղվում ենք նաև երիտասարդների հետ, կազմակերպում ենք դասընթացներ երիտասարդների համար, մեդիագրագիտության, քննադատական մտածողության, մեդիա մանիպուլյացիաներից խուսափելու, փաստերի ստուգման վերաբերյալ, երիտասարդներին հնարավորություն են ընձեռում մասնակցել համայնքային կյանքին, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ հաղորդակցվել, եթե ցանկություն ունենաք ինչ-որ տրեյնինգ կազմակերպել Գորիսում, այսպիսի ծառայություն ենք մատուցում նաև, կարող եք Facebook-ով դիմել ձեզ։ Այո, նաև ունենք շատ հետաքրքիր կայք mediapoint.am, որտեղ կգտնեք մի շարք հետաքրքիր հոդվածներ, մուլտիմեդիա նյութեր։ Напоследок я посетил компанию, которая производит 3D-принтеры и обучает молодежь ими пользоваться. И одну из самых больших IT-компаний в Горисе. Մենք Գորիսում երաչափ տպիչների արտադրությամբ ենք զբաղվում, արդեն 5 տարի է համարյա, որ մեր ընկերությունը կա։ Մեր ընդհանուր նպատակն է, որ Հայաստանում 3D printer-ի ոլորտը զարգանա ու դրա համար նաև անդադ պրոպագանդում ենք, որ շատ հետաքրքիր բաներ կարելի է տպել 3D printer-ով։ Այդ printer-ը ինքը իր մասը արտադրում է, այսինքն արագ վերարտադրվող, պոտենցիալ բոլոր երեխաները կարան մի օր 3D printer արտադրող դառնան, իրանք սարքեն ու մեր ուզածը հենց դա է։ Երեխան որ 3D printer-ը առնում է, ինքը արդեն իր երևակայությունը ինչ ուզի կարա անի։ Ինքը մոտիվացնում է, որ երեխաները սկսեն զարգացնել իրենց ինժեներական միտքը, ինչպես նաև բիզնես միտքը։ Արդեն ունենք օրինակներ, երբ որ երեխան 12-13 տարեկան 3D printer-ով բիզնես արել։ Իսկ ձեր մոտ երեխաները գալիս են, դուք սովորացնում եք, sense ինչ որ էլի ծրագրեր ունեք։ Նախագծերի մեջ մենք ներգրաված ենք ամեն։ Գորիսում ինստիտուտը ստեղծվել է 2011-12 թվականին։ Որոշեցին հանդիպումներ եղավ Գորիսում, հանդիպեցին քաղաքի երիտասարդների զոնա հիմնադրել, սկսեցին 10 հոգով ուսումնական կենտրոնի հիմնադրման, որտեղ սկսեցին սովորել ծրագրավորման հիմունքներ, դրանից հետո արդեն հիմնադրվեց Instigate Mobile ընկերությունը Գորիսում, որը հիմա արդեն մի շուրջ 50 հոգի է։ Այս պահին Գորիսի մասնաճյուղը կոնկրետ զբաղվում է որակի ապահովման հիմունքներով ծրագրավորմամբ, վեբկայքերի, խաղերի, տարբեր հավելվածների տեստավորմամբ։ Մենք նաև Instigate խորհրդատվական թիմը, որը ծառայություն է մատուցում տարբեր ընկերությունների, հիմնականում ՏՏ ոլորտի ներկայացուցիչների։ Instigate ընկերությունը մաքուր հայկական է, հիմնադիրներն են Վահագն Պողոսյանը, Ռենովեյնը, ով Վահագի ընկերն է, ով սկզբում Սիլիկոնյան հովիտում սկսեցին աշխատելը, հետո մտածեցին, որ պետք է այդ ներուժը գիտական բերվի Հայաստան ու Հայաստանում սկսի։ Հիմա արդեն ունենք Instigate-ը մոտ 1000 եւ ավել կադր է պատրաստել Հայաստանում ու այժմ են շարունակում։ Хочу сказать большое спасибо Михаилу за экскурсию. Как я уже сказал, он очень интересуется фотосъемкой и походами в горы. Знает все потайные места Гориса и окрестностей. Планирует в будущем принимать много туристов и стать полноценным гидом. Пишите ему в Instagram или Facebook, все ссылки я оставлю в описании, если захотите поехать в те края. А также подписывайтесь на него, чтобы видеть красивые пейзажи Гориса. А теперь обещанный конкурс. Чтобы выиграть 4 бесплатных тура с местными гидами в Гюмри
Дилижане, Горисе и Ванадзоре, нужно перейти в мой Инстаграм, под последним постом написать вашу идею. Как Микаэлю можно продвигать свои туры? Например, снимать блоги на определенную тему или писать статьи, делать необычные фото, сделать еще одну страницу в Инстаграме с каким-то необычным названием или что-то еще. Чем конкретнее будет ваша идея, тем лучше. Микаэль выберет самое оригинальное предложение через 2 недели. Победитель сможет воспользоваться призом до конца 2021 года. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями. С вами был Ишхан. Пока.